Приветствую вас! Невостребованный трехосный грузовой автомобиль-вездеход на базе ЗИЛа-132, как и наработки, связанные с ним, так бы и канули в историю, если бы о нем не вспомнили спустя 10 лет, в 1989 году, когда заместитель министра гражданской авиации Алексей Маркиянович Горяшко обратился к генеральному директору ЗИЛа Евгению Алексеевичу Бракову создать на его предприятии поисково-спасательную машину для службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Вот тут-то и пригодились все наработки трехосного грузового автомобиля, способного пройти везде, где угодно, а также накопленный гигантский опыт, успешно реализованный в проекте трехосной амфибии ЗИЛ-4906 «Синяя птица». И к осени 1991 года специальное конструкторское бюро ЗИЛа во главе с руководителем проекта Горчаковым представило опытный образец под индексом ЗИЛ-4972, где в целях унификации, взаимозаменяемости, а следовательно снижения цены, были бы установлены многие основные узлы и агрегаты от серийных ЗИЛов. В основу нового ЗИЛа легла оригинальная сварная стальная рама из углеродистой стали, по конструкции напоминавшую раму ЗИЛа-4906, но более жесткая, с надрамниками для двигателя и платформы. В передней части рамы установили 185-сильный V-образный четырехтактный 8-цилиндровый дизельный мотор ЗИЛ-645, который работал в паре с 9-ступенчатой механической коробкой передач от ЗИЛ-4421. Крутящий момент от двигателя передавался колесам через трансмиссию, которая была аналогична трансмиссионной схеме амфибии ЗИЛ-4906, с теми же блокируемым межбортовым дифференциалом, раздаточной коробкой, бортовыми передачами и колесными редукторами. Колеса автомобиля имели независимую торсионную подвеску и были оборудованы централизованной системой регулировки давления воздуха в шинах для преодоления бездорожья. Управлялся автомобиль с помощью рулевой колонки от ЗИЛа-4331 и рулевой системы, ранее разработанной для ЗИЛа-132Р и РС, с двумя гидроусилителями, без механической связи между передними и задними управляющими колесами, с механизмом запаздывания поворота задних колес. Тормозная система, в отличие от ЗИЛа-132Р, была установлена на редукторах средних и задних мостов. От ЗИЛа-4331 была установлена капотная трехместная отапливаемая кабина. Для ЗИЛа предусматривалось два варианта установки кузова. Для пассажиров цельнометаллический каркасный клепанный кузов-фургон типа Кунг, получивший индекс ЗИЛ-4972, и грузовые 4973 и 4975 с небольшой грузовой платформой и краном-манипулятором грузоподъемностью 3,5 тонны. А кабина устанавливалась либо стандартная, или имела двухрядную двухдверную семиместную компоновку. Последовавшие в следующем году, с октября 1992 года, приемо-сдаточные испытания, и которые продлились до 30 ноября этого же года, показали, что ЗИЛ-4972 обладал поистине фантастической проходимостью. Обходя по проходимости такие полноприводные автомобили, как ЗИЛ-131, ГАЗ-66, КАМАЗ-4310 и Урал-4320. А по преодолению снежного покрова глубиной до 1 метра обходил некоторые гусеничные машины и с легкостью преодолевал крутые подъемы до 30 градусов. Обладая феноменальной проходимостью, ЗИЛ не был лишен и недостатков в виде небольшой грузоподъемности, сложности складывания в походное положение крана-манипулятора на грузовике 4975, большого расхода топлива и возросшей первоначальной цены. Но несмотря на это, ЗИЛ-4972 и его модификации все же увидели хоть небольшое, но серийное производство на Правдинском заводе радиорелейной аппаратуры. Кроме Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, ныне МЧС, данным автомобилем также заинтересовались Минэнерго и нефтяники для своих нужд. Даже сейчас, спустя более 30 лет, как первый ЗИЛ-4972 сошел с конвейера, его еще можно увидеть во многих структурах, такие как МЧС, Министерстве путей сообщения, нефтегазовом комплексе и на аварийно-спасательных работах. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!